Всем привет, с вами Bad Polygon, и это очередной 10-й урок из серии курса для начинающих в Blender 2.8. И в этом уроке речь пойдет о текстурах с прозрачным фоном, ну или о прозрачных текстурах. Как всегда, в описании видео вы найдете временные метки к главам этого видео, а также ссылки на мои соцсети. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. И давайте, наверное, перейдем к уроку. Добро пожаловать в 10-е видео из серии Blender 2.8 Beginner Tutorial. В этом видео мы создадим материал для ткани, а также потрепанные края. Затем мы создадим лист для яблока, используя изображение с прозрачным альфа-каналом. И в конце мы продублируем и разрежем яблоко пополам и применим новую текстуру к разрезанной плоскости. Как всегда, временные метки вы сможете найти в описании видео ниже, а также, если хотите, вы можете бесплатно подписаться на наш раздел ресурсов, где вы сможете скачать все файлы проекта, текстуры и видео этого курса и наш удобный Blender 2.8 шорткат PDF. Ссылку на него вы сможете найти в описании этого видео. Всем привет, это Зак для cgboost.com, и давайте приступим. Итак, давайте затекстурим эту ткань. Я нахожусь в рабочей области Shading. И теперь здесь на вкладке материалов я могу добавить новый материал, но на самом деле вам не всегда нужно переходить сюда, на вкладку материалов. Когда у вас включен редактор шейдеров, вы также можете добавить новый материал, просто кликнув здесь. И как видите, этот материал создастся и еще добавится на вкладку материалов. Назовем его Fabric. И для этого объекта ткани я подготовил две текстуры. У меня есть одна текстура ткани для цвета, которую я перетаскиваю в Blender, и одна, которая называется Fabric Normal. Это карта нормалей. Карта нормалей чем-то похожа на карту бампа, только карта бампа состоит из значений оттенков серого, которые определяют верх и низ, и в основном используются для очень мелких деталей. Карта нормалей работает аналогично с разными цветами, мы определяем высоту, но карта нормалей в большинстве случаев дает гораздо лучше и более сильные результаты. Кроме того, эти две текстуры являются бесшовными, как и текстура дерева, которую мы использовали для деревянных досок. Я создал обе текстуры с помощью платного инструмента PixPlant, который генерирует бесшовные текстуры, а также, например, карту нормалей из одного изображения. PixPlant — лишь один из многих инструментов, которые могут это сделать. Итак, прежде всего, давайте используем цвет текстуры ткани и просто соединим его с базовым цветом Principled Shader. И как видите, мы сразу увидим текстуру на объекте. И это потому, что если мы быстро переключимся на UV-редактирование, здесь у нас уже имеется UV-карта, потому что каждая базовая форма, которую вы добавляете в свою сцену, уже имеет UV-карту по умолчанию. И поскольку мы использовали обычную плоскость в качестве основы здесь, у нас есть эта UV-карта. Давайте зажмем среднюю кнопку мыши, удерживая переместим в сторону, и давайте включим здесь режим Look Dev. Теперь нажмем на эту кнопку, чтобы скрыть здесь все наложения, чтобы мы видели только то, что будет в окончательном визуализированном изображении. Я думаю, что текстура ткани все еще слишком велика. Что же мы можем сделать? Здесь в UV Editor давайте нажмем A, чтобы выбрать все. Затем нажмем S для масштабирования и просто увеличим масштаб. И вы видите, как только я увеличиваю масштаб, текстура модели уменьшается, потому что мы, по сути, покрываем больше места. И вы можете задаться вопросом, почему мы видим текстуру, тогда как UV-карта больше этой рамки. А это потому, что если мы вернемся в шейдинг, то увидим, что текстура установлена на Repeat. И при перемещении UV-карты по рамке та же текстура будет повторяться, и поскольку это бесшовная текстура, мы не увидим швов на поверхности. Итак, теперь давайте воспользуемся картой нормалей. Карта нормалей работает так же, как карта рельефа, но вместо этого мы должны использовать нод карты нормалей. Поэтому давайте нажмем Shift-A, перейдем в вектор и добавим нод Normal Map. Поместите его между текстурой и основным шейдером. Затем давайте соединим выход Color с входом Color, а выход Normal с входом Normal основного шейдера. Чтобы лучше увидеть результат, давайте временно отключим Color. Как видите, результат выглядит немного странно, потому что нам нужно изменить одну настройку текстуры. Здесь в Color Space мы должны изменить Input на Non-Color. Итак, для понимания, мы не используем здесь фактическую информацию о цвете для карты нормалей, и поэтому мы должны это изменить. Затем в Normal Map мы также можем подправить силу, если захотим, и в нашем случае я думаю, что единицы будет достаточно.
Затем давайте снова подключим Color. И теперь вы видите, что это выглядит уже неплохо. Давайте создадим простую карту шероховатости. Снова добавив конвертер Color Ramp, используя цвет текстуры, подключим это к шероховатости. И на самом деле здесь мы хотим получить довольно грубый материал. Поэтому давайте выберем здесь черный ползунок и сделаем цвет на поярче. И давайте добавим немного более ярких значений ко всей карте, чтобы у нас было очень слабое отражение на материале. А теперь по текстуре. Есть еще одна маленькая деталь, которую я хочу добавить, потому что если я увеличу здесь масштаб, вы увидите, что у нас есть маленькие дырочки между этими кордами. И я хочу, чтобы они были прозрачными, чтобы мы могли видеть чашу через ткань. И мы сможем это сделать, создав очень простой альфа-канал. Для этого нажмите Shift-A, добавьте обычный Color Ramp. Подключите его к цвету текстуры, и чтобы лучше увидеть, что здесь происходит, давайте быстро добавим Shader Emission и соединим его с выходом Surface, а Color с Color. Node Emission — это по сути узел, излучающий свет, но он также имеет эффект, заключающийся в том, что никакая информация о свете и тени не влияет на него. Поэтому мы в основном видим здесь обычную текстуру, так что это отличный и простой способ рассмотреть эту текстуру. Итак, теперь вы можете видеть, что корды относительно яркие, а отверстия между ними относительно темные. И если увеличу здесь значение черного и уменьшу значение белого, мы получим хорошее контрастное изображение. И здесь в главном узле у нас есть информация о прозрачности. И так же как и со значением шероховатости, 0 здесь означает черный цвет, а единица белый. И если я сейчас просто подключу это к альфа-каналу, удалю Emission Node и снова соединю Principal Shader с Surface, нода Material Output, тогда все будет правильно. Но мы не сможем увидеть здесь прозрачность, потому что мы должны включить параметр для Real-Time Viewport здесь, в настройках материалов. Тут мы заходим в панель «Настройки» и давайте изменим Blend Mode на Alpha Clip. И то же самое для Shadow. А теперь, если мы поиграем здесь, вы увидите, как это влияет на прозрачность. Таким образом, все черные области этой альфа-маски будут вырезаны, а все белые области останутся видимыми. Таким образом, добавив эти простые, но очень красивые прозрачные отверстия, мы сделали так, что все выглядит намного сложнее, чем обычный меш. Окей, давайте перейдем в Layout. И вы можете видеть, что края этой ткани очень прямые, ровные и идеальные, но в реальной жизни это выглядело бы потрепанным, поэтому сейчас мы быстро подправим этот меш. Прежде всего, давайте переключимся на Solid Viewport Shading, который немного упрощает редактирование. Затем нажмите Tab, чтобы переключиться в режим редактирования. Убедитесь, что включен выбор граней. Кликните левой кнопкой мыши где-нибудь, чтобы отменить выбор всего. Затем, удерживая Alt, кликните на одной из этих линий, чтобы выбрать весь цикл. С помощью Shift-Alt кликните левой кнопкой мыши здесь, чтобы выбрать этот цикл. Shift-Alt — этот цикл и Shift-Alt — этот. В итоге у нас есть фактически целая петля вокруг ткани. Теперь давайте нажмем Ctrl+ на нампаде, чтобы увеличить выделение. Если у вас нет нампада, просто перейдите в Select, Select More or Less и выберите More. Теперь щелкните правой кнопкой мыши и выберите Subdivide. Мы хотим добавить более высокое разрешение к этой области. И давайте увеличим Number of Cuts до 3. Затем я изменю значение Fractal. Давайте попробуем 2. Это добавит сюда, в эту область, случайную трансформацию. Если вы хотите использовать этот инструмент рандомизации без деления вашей сетки, вы также можете быстро выбрать область, зажать левой кнопкой мыши инструмент Smooth и здесь снизу выбрать Randomize, а затем, кликнув и удерживая левую кнопку мыши, перемещать ее влево и вправо для добавления этого эффекта рандома. Итак, теперь края как бы неровные, но все же они относительно прямые, поэтому вот что я сделаю сейчас. Я использую Circle Select Tool, но в данном случае я не активирую его здесь. Я нажму C, чтобы включить его, и это круто. Когда я использую Hotkey, я могу прокручивать колесико мыши, чтобы изменить радиус, что невозможно сделать, если вы используете инструмент отсюда. Однако проблема с Hotkey заключается в том, что теперь я не могу изменить вид. Вам всегда нужно нажимать правую кнопку мыши или Escape, чтобы отключить инструмент, чтобы перемещать окно проекции. Итак, что я делаю сейчас? Я нажимаю C и просто выбираю здесь некоторые внешние области. Это должно быть относительно неровно. Примерно так.
А теперь я обхожу всю ткань, просто выделяя несколько областей. Затем кликаю правой кнопкой мыши, меняю вид, снова нажимаю C и продолжаю. Окей, вроде все выбрал по кругу. Просто убедитесь, что у вас здесь нет каких-то невыделенных граней, потому что тогда у нас будут присутствовать вот такие плавные элементы. Итак, убедитесь, что все выбрано. И что я мог бы сделать? Я мог бы здесь просто удалить все это, но мне нравится моделировать все более или менее неразрушающим способом. Я имею в виду, что мы уже разрушили сетку здесь, но я хотел бы иметь возможность корректировать это позже. Поэтому я нажимаю на вкладку Object Data, открываю Vertex Groups, добавляю новую группу вершин, называю ее Height и нажимаю Assign. По сути, если я переключусь на Vertex Selection, я смогу выбирать здесь много вершин и добавлять в новую группу, а затем, нажимая Assign, я добавляю все эти вершины в эту группу вершин, чтобы они были сгруппированы здесь. И круто то, что если я сниму выделение со всего, то с помощью этой группы я могу выбрать или отменить выделение, так что я могу сохранить это выделение. Я могу добавить больше групп вершин, если захочу, и я также могу удалить их. И еще мы можем применять к ним модификаторы. Итак, давайте вернемся в объектный режим, перейдем к модификаторам, и у нас есть модификатор Subsurf, и давайте добавим модификатор маски. Он позволяет нам скрыть группы вершин. Поэтому я просто нажимаю здесь Vertex Group и выбираю созданную нами группу вершин высоты. И как вы можете видеть, теперь отображается только то, что мы выбрали. И если я нажму на эту кнопку, то это будет инвертировано, как вы можете видеть. Теперь, если я увеличу здесь масштаб, это будет выглядеть слишком резким, на мой взгляд. Поэтому я нажму на эту маленькую стрелку, чтобы переместить модификатор маски вверх, чтобы он был просчитан первым, а затем уже соответственно модификатор Subsurf, который немного сгладит это все. Если я сейчас вернусь в режим Look Dev, вы увидите, как это выглядит. Давайте быстро отключим все наложения, и вот так это будет выглядеть более реалистично, конечно. Это не идеально, но в качестве быстрого результата это намного лучше, чем просто прямая линия, на мой взгляд. Давайте снова включим все наложения и вернемся в рабочую область Shading. Итак, теперь я хочу добавить обычный листок к яблоку, чтобы оно выглядело немного интереснее. И для этого я снова подготовил текстуру с альфа-каналом. Что это значит, я покажу вам через секунду. Прежде всего, удерживая Shift, щелкните правой кнопкой мыши где-нибудь на яблоке, чтобы поместить сюда 3D-курсор. Затем нажмите Shift-A, чтобы добавить обычную плоскость. Она слишком большая, поэтому давайте нажмем S, чтобы уменьшить ее. Нажмите G, Z и немного поднимите ее вверх. Итак, теперь давайте добавим сюда новый материал и назовем его Leaf. И теперь давайте снова перетащим сюда изображение листа. Это изображение по сути является обычной фотографией листа яблони. В Photoshop я удалил фон и экспортировал его как PNG с альфа-каналом. Альфа-канал — это в основном прозрачный фон. Вы можете видеть, что у нас есть Color Output, который безусловно является цветом листа. И у нас также есть Alpha Output. Если я подключу его, вы увидите, что это простое черно-белое изображение. Таким образом, это практически тот же метод, что мы применяли для ткани, чтобы создать эти маленькие прозрачные отверстия. Но для ткани нам пришлось генерировать это с помощью Color Ramp, а здесь мы можем просто использовать предопределенный альфа-канал. Итак, все, что нам нужно сделать прямо сейчас, это подключить альфа-канал к этому альфа-каналу и цвет к базовому цвету. И опять же, чтобы это сработало, мы должны перейти в настройки материала, настройки и установить режим наложения на альфа-клип. И здесь тоже, чтобы это выглядело красиво. Только вот соотношение сторон этой плоскости не подходит для листа, поэтому нажмите N, и если я кликну правой кнопкой мыши на этом изображении, перейду в свойства, детали, вы увидите, что у нас тут разрешение 1354 на 3160. Это означает, что сейчас у нас такое соотношение сторон. Перейдите в Dimensions и измените значение X на 13,54 и Y на 31,60. Теперь лист, конечно, слишком большой, но у него правильное соотношение сторон. Давайте уменьшим его примерно так, затем нажмем Ctrl-A и применим масштаб. Теперь он снова 1:1:1.
Давайте нажмем N, чтобы скрыть это. И давайте создадим простую карту шероховатости и карту рельефа. Для этого нажмите Shift-A, Converter и добавьте Color Ramp. Возьмите Color и соедините с шероховатостью. Когда вы создаете материал, безусловно, лучший способ выяснить, как он выглядит, это взять реальные объекты в руки и посмотреть, как он взаимодействует со светом. Насколько я помню, лист был довольно шероховатым, поэтому я, вероятно, добавил бы сюда немного больше шероховатости и добавил бы немного шероховатости только темным областям. Я думаю, мы также можем добавить сюда относительно сильную карту рельефа. Итак, давайте свяжем это с цветом, а это с Normal. И затем посмотрим, как это сработает. Вы можете видеть, что здесь приподнята эта жила. И вот, что бы я сделал, я бы инвертнул эту карту бампа, чтобы жила вдавилась внутрь, а остальная часть наружу. Я думаю, что сила в 0.1 будет здесь достаточной. Конечно, мы можем изменить это позже, если сочтем это значение некорректным. Итак, это наш очень простой материал листа на данный момент. И давайте, конечно же, изменим форму листика, потому что он не должен быть таким плоским и прямым. Давайте нажмем Ctrl-пробел, чтобы перейти в полноэкранный режим. Нажмите T, чтобы открыть инструменты, и табом перейдите в Edit Mode. Теперь давайте применим Loop Cut, Ctrl-R, и добавим сюда несколько катов. Кликните левой кнопкой мыши для подтверждения и щелкните правой кнопкой мыши или Escape, чтобы отменить режим слайда. Теперь давайте включим пропорциональное редактирование, которые мы использовали для создания этого углубления внутри яблока. И я просто выбираю здесь внутреннюю часть, нажимаю G, перемещаю это вверх и прокручиваю колесо мыши. И теперь я могу создать здесь красивый изгиб, так как все выделенное вокруг также будет перемещено. Примерно так. Теперь давайте воспользуемся инструментом Knife Tool отсюда. Для его активации мы также можем просто нажать K. Теперь давайте кликнем здесь и просто проведем линию по центру этого листа. Чтобы подтвердить это, нажмите Enter. Теперь, удерживая Ctrl, снимите выделение здесь, нажмите G, Z, немного потяните это вниз. А затем давайте добавим здесь два лупката, нажав Ctrl-R. И с помощью Shift-Alt я также выделю эту петлю, сдвину ее немного вниз, и теперь давайте просто придадим ему более органичную форму. Ну вот как-то так. Теперь вернемся в объектный режим, щелкните правой кнопкой мыши, Shade Smooth, и снова нажмем Ctrl-Space, чтобы вернуться. И давайте просто добавим модификатор Subsurf, чтобы сделать этот вид округлым и плавным. Назовем объект Leaf и поместим его в яблоко. Теперь, как и в случае с ножом, когда я перемещаю яблоко, лист остается на своем месте, поэтому давайте выберем его, затем с помощью Shift кликнем по яблоку, кликните правой кнопкой мыши, идем в Parent и выбираем Object. Теперь вы видите, что яблоко стало родителем листа. И теперь, когда я двигаю яблоко, лист следует за ним. Не забудьте сохранить свой blend файл. Итак, теперь последний ассет, который я хочу создать для этой сцены, это разрезанное яблоко. Конечно, мы не будем создавать новое яблоко с нуля, мы просто воспользуемся тем, что у нас есть. Давайте быстро перейдем в Layout и посмотрим на яблоко. И есть одна вещь, которую я рекомендую при создании 3D-сцены. Когда я доходил до какого-то определенного момента, я показывал сцену другу или другому 3D-художнику и спрашивал его мнение. Это действительно может помочь вам определить некоторые вещи в вашей сцене, которые выглядят не очень хорошо. Например, мой брат, когда впервые увидел финальную сцену этого проекта, первое, что он заметил, это то, что яблоко выглядит как-то не так, потому что у него не идеальная форма. И если есть что-то, что сразу бросается в глаза кому-то другому, то, вероятно, это то, что вам нужно изменить, потому что это заметят и другие люди. Я снова посмотрел на форму яблока и понял, что он имел в виду. Итак, во-первых, войдите в режим редактирования и выберите эту петлю. Пропорциональное редактирование у меня все еще включено. Нажмите G и Z, чтобы переместить это вверх. Давайте сожмем это немного ближе. Мы должны редактировать это очень осторожно, потому что если мы сделаем это слишком явно, мы слишком сильно растянем текстуру. Не рекомендуется сильно менять форму объекта после UV-развертки и текстурирования.
Итак, давайте еще выберем эту внутреннюю часть и масштабируем ее. Добавим еще одну петлю, масштабируем ее внутрь и немного вверх. И давайте спрячем этот деревянный пол и сделаем то же самое здесь. Выберем это, наверное, добавим еще одну петлю. А также сделайте нижнюю часть немного меньше. Итак, пока табом выйдем из режима редактирования, я думаю, так выглядит чуть лучше. И, конечно, нам нужно еще раз подправить положение листа. Думаю, да, что-то вроде этого. Покажем деревянный пол. И теперь давайте выберем яблоко без листа. Shift-D, нажмите X, чтобы зафиксировать его по оси X. И теперь давайте создадим разрезанное пополам яблоко. Перейдите в режим редактирования. Прежде всего, отмените выбор всего. Наведите указатель мыши на этот стебель. Нажмите L и X. И выберите вершины, чтобы полностью удалить их. Затем, удерживая Alt, кликните здесь левой кнопкой мыши, а затем с помощью Shift-Alt. И кликом левой мыши выберите эти две петли. Можно также перейти в Solid Viewport Shading, чтобы лучше увидеть это, и, наверное, включить выбор ребер. И теперь давайте воспользуемся инструментом Rip Region. И нам не нужно нажимать на этот инструмент, достаточно нажать V, чтобы получить доступ к нему, и вы увидите, что это выделенное ребро разделится. Теперь давайте отменим выбор всего, нажмем L на одной половине яблока, щелкните правой кнопкой мыши, перейдите в Separate и выберите Selection. Вы также можете получить доступ к этому меню, нажав P. Итак, теперь, как видите, я могу продолжить это редактировать. Вернемся в объектный режим. И теперь у нас два яблока. Назовем их просто Apple Cut 1 и Apple Cut 2. Давайте нажмем G, X, переместим это в сторону и, возможно, повернем по оси Y на 90 градусов. Можно просто ввести 90 на клавиатуре. Здесь также R, Y, 90. В данном случае отрицательное значение. Для этого я просто нажму минус на нампаде, чтобы инвертировать, и Enter. И поднимем их немного вверх. И теперь, конечно, у нас имеются такие открытые дыры, поэтому выберем оба объекта и нажмем Tab для входа в режим редактирования. В Blender мы можем войти в режим редактирования нескольких выбранных объектов. Включим Vertex Selection, выберите эту петлю отверстия, и мы можем, допустим, нажать F, чтобы заполнить все это. Но тогда мы просто получим большой многоугольник, то есть грань с больше чем 4 вершинами. И теперь вы видите, что поверхность выглядит как-то странно. И поэтому я применю маленький отличный инструмент. Идем в Face и нажимаем Grid Fill. Это заполнит открытые области квадратами, то есть гранями с 4 вершинами. Давайте изменим здесь Span на 6 и еще подправим Offset. Выглядит неплохо, но, как видите, этот край довольно округлый. Поэтому, что я делаю? Я нажимаю I, что значит Inset Faces. А затем создаю здесь небольшую вставку. И давайте перейдем в режим Look Dev. Тут я добавлю новый Loop Cut, Ctrl-R, помещаю его и перемещаю вверх. Когда я перемещаю его вверх, вы можете видеть, что здесь включен Correct UVs. Это означает, что мы не будем растягивать UV-карту. Если отключу это, вы увидите, что текстура растягивается, поэтому убедитесь, что включен параметр Correct UVs. Давайте сделаем то же самое здесь, чтобы у нас был относительно прямой срезанный угол. Итак, теперь давайте сделаем то же самое здесь. Удерживая левую кнопку мыши, выберите внешний контур отверстия, Faces, Grid Fill, установите значение 6 и измените Span, пока он не будет выглядеть правильно. Нажмите I, чтобы добавить маленькую вставку грани. И с помощью Ctrl-R добавьте петлю здесь, а также с другой стороны. Итак, теперь все, чего не хватает, это, собственно, текстуры для этой области. Поэтому вернемся в режим объекта и просто выберем одну половину. Затем давайте перейдем в рабочую область Shading. И прямо сейчас, если я перейду на вкладку материала, то у нас будет только один материал яблоко. И сейчас я не буду рисовать его вручную, как мы это делали для яблока. Я просто быстро использую для этого готовую текстуру. Итак, что я делаю? Я нажимаю значок плюса, чтобы добавить новый пустой слот материала. Кликаю на значок библиотеки и добавляю материал яблоко. Я буду использовать его как основу, чтобы мне не пришлось заново создавать весь материал. Затем я нажимаю на эту кнопку, чтобы продублировать материал. Теперь в качестве основы у меня материал яблоко. Назовем это Apple Cut и удалим эту текстуру яблока, потому что я снова приготовил простую текстуру разрезанного яблока. Поместим сюда. И переподключим это.
И теперь мы должны определить, что только второй материал должен отображаться здесь, в этой области. Итак, давайте нажмем Tab, чтобы войти в режим редактирования. Включим Face Selection. Теперь просто нажмем C для инструмента Circle Select и аккуратно выберем эту область. Кликните правой кнопкой мыши, чтобы отключить инструмент Circle Select. И теперь я хочу присвоить этот второй материал этой области. И я могу сделать это, выбрав его здесь и затем нажав кнопку Assign. Теперь вы можете видеть, что у нас есть край от текстуры яблока, который вызван модификатором Subsurface. И если я отключу его, вы увидите, что этот тонкий край будет растягиваться меньше без модификатора Subsurface. Поэтому я должен увеличить выделение Ctrl+ на нампаде. Затем вернуться к материалу и снова нажать Assign. Теперь этот тонкий край также будет присвоен второму материалу. Но теперь, если я вернусь в режим объекта, это все еще будет не похоже на яблоко, потому что нам нужно настроить UV-карту. И прежде чем я настрою UV-карту, давайте быстро проделаем то же самое со второй половиной яблока. Кликните на значок плюса, и здесь я буду использовать тот же материал, что и здесь. Поэтому я не создаю новый, а просто выбираю Apple Cut. Из библиотеки перейдем в режим редактирования. Выделите здесь всю область и с помощью Ctrl+ я увеличу выделение, а затем нажимаю Assign. Итак, теперь мы определили, что этот материал виден только в этой области. Теперь давайте перейдем в UV Editing. Снова включим все наложения, и вы увидите, что старая UV-карта выглядит довольно странно. Потому что, я не знаю, она, возможно, каким-то образом использовала UV-карту из оригинального яблока. Поэтому вот что нам нужно сделать. Давайте нажмем 7 на нампад, чтобы посмотреть на это сверху. Давайте на всякий случай отключим пропорциональное редактирование. Затем нажмем UV и выберем не Unwrap, а Project from View. Таким образом, выбранные грани из нашей проекции будут перепроецированы здесь, в UV-редакторе. Нажмите A, чтобы выбрать все. Давайте повернем это, переместим сюда и просто увеличим масштаб. Здесь не обязательно идеальное соответствие, просто эта область должна быть покрыта. Теперь перейдем к другой половине. Табом перейдите в режим редактирования, и вместо того, чтобы кликать сюда, вы также можете нажать U, а затем выбрать Project from View. Теперь давайте нажмем A, чтобы выделить все. Увеличим масштаб, повернем это и примерно так же разместим здесь. Итак, теперь вернемся в шейдинг. Теперь у нас есть разрезанное яблоко. Давайте проверим материал, подходит ли он. Итак, Apple Cat выбран, и я хочу, чтобы он был немного более глянцевым. Потому что когда вы разрезаете яблоко, выходит немного яблочного сока. Поэтому давайте добавим немного больше глянца. Давайте установим белые значения сюда и затемним темные значения, а также подтянем это в сторону, чтобы все стало более глянцевым. Или мы просто выберем здесь белый маркер и уменьшим яркость, чтобы получить больше темных значений. Теперь достаточно глянцево. Еще давайте увеличим силу бампа. Думаю, примерно так. И поскольку оба яблока используют один и тот же материал, но разные споты на текстуре, все изменения, которые я делаю здесь, будут автоматически корректироваться здесь, на этом яблоке. И теперь у нас есть целое и разрезанное яблоко. Теперь вернемся в Layout, и теперь у нас есть все ресурсы, необходимые для сборки финальной сцены. Не забудьте сохраниться. Да, ребята, теперь вы знаете, как использовать прозрачность в ваших материалах, которая реально добавляет больше деталей к обычному объекту. Кроме того, вы узнали, как применять несколько материалов к одному объекту, что также может быть полезно в разных случаях. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на этот канал и кликнуть на колокольчик, если вы хотите получать уведомления о новых видео. Если вы хотите расширить свои знания о 3D и поддержать наш канал на YouTube, ознакомьтесь с нашим курсом Blender 2.8 Launchpad. Этот курс даст вам прочную основу в Blender 2.8 при создании полной анимированной сцены с нуля. Если вы не уверены, подходит ли вам этот курс, вы можете бесплатно посмотреть несколько уроков. Перейдите на страницу продукта, найдите ссылку в описании видео ниже, прокрутите вниз до раздела бесплатного предварительного просмотра и просмотрите бесплатные видео. Большое спасибо за просмотр. В следующем видео мы создадим капли воды на яблоках, используя систему частиц. Увидимся там. До свидания.